А кто такая была принцесса Диана? Когда говорят о ее происхождении, чаще всего вспоминают фамилию Спенсер. И это правильно. Диана была прежде всего Спенсер, представительницей старой английской аристократии. Но в ее родословной была и другая важная линия. Беринг – одна из самых влиятельных банковских семей Британии. Спенсеры разбогатели задолго до Дианы, и их подъем начался еще в конце 15 века. Ключевой фигурой был сэр Джон Спенсер. Он зарабатывал на земле, скоте и шерсти, а затем начал скупать поместья. В 1508 году семья приобрела Элторп, имение, которое на века стало главным домом Спенсеров. Постепенно богатые землевладельцы превратились в высшую знать. Деньги от шерсти и земли, удачные браки, политические связи и в итоге титулы. Позже Спенсеры оказались связаны с еще одной мощной британской линией – Черчиллями и герцогами Мальборо. В 1700 году Чарльз Спенсер, третий граф Сандерленда, женился на Анне Черчилль, дочери Джона Черчилля, первого герцога Мальборо. От этого брака пошли две важные ветви. Одна ведет к графам Спенсерам и в итоге к принцессе Диане, другая к герцогам Мальборо, семье Спенсер-Черчилль и Уинстону Черчиллю. Поэтому Диана и Черчилль были дальними родственниками через общий родовой узел, союз Спенсеров и Черчиллей. Родословная принцессы Дианы интересна не только своими аристократическими корнями. Через прабабушку Маргарет Беринг она была связана с семьей Берингов. Маргарет Беринг была дочерью Эдварда Чарльза Беринга, первого барона Ревелстока, крупного банкира из знаменитой банковской династии. То есть Диана была правнучкой Маргарет Беринг и праправнучкой Эдварда Беринга. Беринги были не просто богатыми банкирами. Это была одна из самых влиятельных финансовых семей Британии. Их банк, основанный в 18 веке, стал одним из ведущих торговых банков Европы. В 19 веке Беринги соперничали с Ротшильдами и участвовали в международных финансовых проектах огромного масштаба. Они были связаны с финансированием покупки Луизианы Соединенными Штатами, финансировали строительство железных дорог в Канаде, работали с Аргентиной, управляли государственными займами и входили в самую верхушку британского финансового мира. Как же сошлись две влиятельные фамилии – аристократы Спенсеры и банкиры Беринги, чтобы позже на свет появилась принцесса Диана. Точно описать их личное знакомство сложно. Источники обычно фиксируют сам брак, но не обстоятельства первой встречи. Известно, что Чарльз Роберт Спенсер, будущий шестой граф Спенсер, женился на Маргарет Беринг в 1887 году. Логика этого союза понятна. Это был типичный брак внутри высшего викторианского общества. Старая земельная аристократия породнилась с новой финансовой элитой. Для Спенсеров это был союз с чрезвычайно богатой банковской семьей. Для Берингов – закрепление внутри высшей аристократии. К тому моменту они уже были не просто банкирами. Эдвард Беринг получил титул барона Ревелстока, и семья фактически вошла в британское перство. Именно от этого брака и идет линия к Диане. Маргарет Беринг и Чарльз Спенсер стали родителями Альберта Спенсера, седьмого графа Спенсера. Его сыном был Джон Спенсер, восьмой граф Спенсер, а его дочерью Диана Спенсер. Забавно, что принцессу Диану часто называют народной принцессой, но ее происхождение было совсем непростым. Ее главная фамильная линия Спенсер, старая английская аристократия, связанная с имением Элторп, где семья жила более 500 лет. Спенсеры разбогатели еще в 16 веке на земле, овцеводстве и торговле шерстью. Со временем они вошли в высшую знать, получили титулы и породнились с другими влиятельными родами. Спенсеры оказались связаны с линией Мальборо и Черчиллей. Да, Диана была дальней родственницей премьера Великобритании. И это только одна сторона медали. Через прабабушку Диана была потомком семьи Беринг, одной из самых знаменитых банковских династий Британии. В ее происхождении сошлись сразу несколько миров. Старая земельная знать Спенсеров, политико-аристократическая линия Мальборо и Черчиллей, а также финансовая мощь Берингов. История Дианы — это не просто история народной принцессы. Это часть глубокой сети британской аристократии, денег, земли, браков и власти. А кто круче, граф или барон? Тут все очень хитро. В британской аристократической иерархии титулы идут так: от высшего к низшему. Герцог, маркиз, граф, виконт и барон. То есть граф выше барона. Давайте рассмотрим на примере семьи принцессы Дианы. Ее прапрадед был из Спенсеров, а прапрабабка из Берингов. Спенсер — это графский род. Беринг —
Эдвард Беринг, был барон Ревелсток. По рангу получается граф Спенсер выше барона Ревелстока. Но по деньгам и финансовому влиянию все могло быть наоборот. Беринги, как банковская семья, были колоссально влиятельны. Иногда даже влиятельнее многих старых аристократов. Поэтому по титулу круче Спенсеры, а по финансовой мощи в 19 веке Беринги могли быть очень серьезным союзом для любой аристократической семьи. Друзья, спасибо вам за просмотр. Не забывайте, что у нас есть много выпусков из Великобритании на моем канале Егор Еремеев. Также на нашем канале SMAPS Education вы найдете много выпусков из учебных заведений, из самых известных, классных, крутых учебных заведений Великобритании. Смотрите, если вам интересно. Если вам интересна учеба за границей, заходите к нам на сайт www.smaps.ru, где вы сможете познакомиться с учебными заведениями по всему миру, а в режиме онлайн наши консультанты смогут ответить на любые ваши вопросы.